Всем привет! Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на канал. Сейчас сделаю небольшой раскладик. Хочу сообщить, что до конца октября у меня расклад можно заказать по одной цене, а с 1 ноября будет уже другая цена. Вот, поэтому, если что, пишите мне в Телеграм, если у вас какие-то там срочные вопросики, вот, пишите. Сейчас мы будем с вами смотреть, что у вас сейчас происходит. Такой раскладик посмотрим, да? Так, будет... Сейчас я вытащу, будет 3 колоды. Вот. 3 колоды. Первая, вторая, третья. Выбирайте свою. Мы сейчас будем смотреть, что у вас сейчас там происходит. Нажимайте на стоп, кто не выбрал, да, и сейчас начнем смотреть. Первое. Что у вас сейчас происходит? А сейчас все в ваших руках. Сейчас формируется ваше будущее. Сейчас какие-то происходят события, их очень много, которые вы, кстати, можете контролировать, если захотите. Да? Если не захотите, то судьба будет вас контролировать. Зачем вам это надо? Не отдавайте контроль своей жизни в другие руки. Контролируйте. Все делайте так, как вы хотите. Сейчас все так закручивается, что вы можете формировать свое будущее своими действиями уже сейчас. Вот, так что сейчас у вас происходит создание своего будущего мира, такого, которого вы хотите. Здесь у вас сейчас очень много энергии для ваших действий, реализации, для ваших желаний, то, что вы хотите. Прям много-много возможностей сейчас очень есть. Поэтому замечайте эти возможности, используйте их, вот, чтобы выстроить свое классное будущее. Посмотрим еще, да? Так, ну что же обратить вам внимание в данный момент времени на ваши отношения, на взаимодействие с другими людьми, может быть, на взаимоотношения с вашим любимым человеком. Обратите внимание на ваши чувства, на доверие, на любовь, на общение, на то, как вы общаетесь, хватает ли вам этого общения, да? Общайтесь больше, разговаривайте, может быть, надо больше времени вместе проводить, общаться. То есть, ну, тут хорошее общение, тут есть взаимопонимание полное, прям вы на одной волне, вот. Вот обратите на это внимание. Если у вас нету молодого человека, да, нету там мужа, с которым можно так повзаимодействовать, любя нежно, да, то значит взаимодействуйте с тем, с кем вам комфортно, кто вас понимает. Вот есть, возможно, такой человек, да, с которым вы можете пообщаться, все ему рассказать, и тот человек тоже может вас понять, поддержать, и ни за что не скажет, что что-то вы там не так сказали или подумали, он вас поймет. Вот. Тот человек, с кем вам комфортно. Обратите внимание на взаимоотношения. Так, что же сделать, чтобы все шло, как вы хотите? Нужно делать все сообща. Нужно договариваться с коллективом, с окружением, с теми людьми, которые вокруг вас. Потому что здесь какое-то дело, когда могут еще другие люди вам помогать. Здесь говорят, взаимодействие грамотно. Вы можете всех на свою сторону как-то вот собрать, всех одним делом заняться, смотивировать, как-то вот здесь вот так вот. Вот. А что не нужно делать, чтобы все шло хорошо? Не нужно упускать шансы. Слушайте, у вас сейчас очень много возможностей, очень много ресурсов. Здесь говорят, не упускай шанс, что все шло как ты хочешь, да, вот лучшим образом, не упускай шансы. Замечай эти шансы, не упускай. И деньги не трать направо-налево. Деньги пригодятся. Деньги очень нужны. Финансы, чтобы были. А для чего вам вообще эта ситуация, то, что сейчас происходит? Для того, чтобы изменить свою такую вот подушку безопасности, свое финансовое положение. То, что сейчас происходит, для того, чтобы вы улучшили свою стабильность, свои финансы, свою вот почву под ногами, чтобы она была такая, знаете, устойчивая. Вот. Для этого вам эта ситуация, то, что сейчас происходит. Для того, чтобы вы приняли решение, что я не хочу просить, приняли решение осознанно в голове, что я не хочу никогда ни у кого ничего просить, никому ничего должно быть, да. Я хочу вместе с тем человеком, который меня поддерживает и понимает, строить наше будущее.
Вот, заниматься каким-то делом, поддерживать друг друга. Это может быть общее дело, у каждого может быть свое, но каждый друг друга поддерживает, и вы вот вкладываете свою энергию, силы, поддержку, и вот это вот дело будет разрастаться ваше общее, вот знаете, и по отдельности, если у каждого что-то свое, и вместе. А здесь вот очень благоприятные такие перспективы на будущее, когда вы друг друга поддерживаете, и у вас процветание вот это вот растет, стабильность, финансы. Более устойчивое такое положение, когда вы уже успокаиваетесь и уже вы знаете, что надо делать для того, чтобы все было хорошо. Так, вот уже все как по накатанной, да. Бизнес поставлен на рельсы, как говорят. Все идет само, да. Но здесь тоже, да, вдвоем будете поддерживать, вкладываться. Вот. Так. Принесет ли вам эту ситуацию пользу? Смотрите, эта ситуация вам дана, чтобы вы поняли, что то, чего вам не хватает, чтобы вы поняли, что чего именно вам не хватает. Вот то, что сейчас происходит, ситуация, да, это для того, чтобы вы поняли нехватку. Вот чего вот действительно вам не хватает. Возможно, финансов не хватает, общения не хватает. Да, видите, тут человек один, и вот он, денег не хватает, стабильности, финансов. Угу. Как будто нет своего дома, где вот можно было укрыться, чтобы было уютно. Как будто вот нет вот чего-то такого, вот, знаете, вот стабильного, постоянного, за что можно ухватиться, где можно укрыться от непогоды, от вот всего, да, вот твой дом, твоя крепость, как бы вот этого нету. Там для того, чтобы вы поняли, что вам это очень необходимо, что вот этого у вас нет, но это, вот, это очень нужно вам. Вот. Эта ситуация помогает вам то, что сейчас происходит, понять и открыть глаза на все как есть. Знаете, быть честны с собой. Видите, здесь вот правосудие. Здесь честно взглянуть на вещи и понять то, что как обстоят дела без приукрашиваний, да, вот четко и ясно, как все обстоит. Чего есть, чего не хватает, что нужно сделать, как это получить, все четко, ясно. И тут вот говорит, если будешь делать так, будет результат такой. Если не будешь делать, то и как бы результат такой будет пустой, ничего не будет. Вот. Какой же вывод нужно сделать? Ну, вывод десятка пентаклей. Вывод такой, что моя семья, моя крепость. Если вы будете друг друга поддерживать, видите, здесь вот такие отношения, когда семья заодно, когда муж поддерживает жену, жена мужа. Также это может, ну, если у вас нет семейных отношений, это партнера, то здесь ситуация, то есть вывод такой, что если у вас есть человек, тот, который вас поддерживает, то вы очень многое можете добиться. Если у вас нет такого человека, то ищите, вот как-то вот надейтесь на встречу, хочется сказать, не знаю. Вот вам нужен такой человек. С таким, вот если у вас будет такой человек рядом, который вас поддерживает и которого вы поддерживаете, да, душа в душу будете жить, будет у вас процветание, богатство, достаток. То есть вы можете добиться всего. Вообще преграды все сможете преодолеть легко. Вы будете вместе друг друга поддерживать, у вас будет очень много энергии и сил, и будет очень много возможностей. Здесь как будто вот вы своей любовью, своей поддержкой можете создать и дело общее, и вот, не знаю, уют, дом купить, и вот, что вот все было, чтобы у вас изобилие, достаток, не знаю, тут вот прям вот можете роскошно жить. Главное друг за дружку. Главное, когда вы вместе. Вот такое, что если вы вместе, то вы сможете добиться чего угодно. Так, совет сейчас еще посмотрим вам. Ну, подсказку. Подсказку на эту ситуацию. Ищите помощь на стороне. Такая подсказка. Это, я так думаю, если документально что-то надо сделать. Ой, чуть не уронила. Бумажное что-то. Или если вам нужны коммуникации, да, новые знакомства, то будьте открыты к людям. Здесь могут быть, ну, вот такие вот моменты. Так, сейчас. Еще совет
совет такой, что тут как бы благословляют на то, что если вы любите друг друга, да, то вы преодолеете все. Всегда делайте выбор в пользу вашей любви. Не выбирайте никогда деньги, выгоду, там статус какой-то, да. Никогда не выбирайте. Тут говорят, вот совет такой, что выбирайте любовь, выбирайте сердцем. Не идите против себя, выбирайте сердцем, чтобы внутри вы вот именно этого желали, именно это настоящее ваше желание, желание вашей души, вашего сердца, то, что вы без чего вы не можете. Вот вам говорят такой совет. Живите любовью, выбирайте сердцем. Спасибо, первая позиция. Подписывайтесь, если кто еще не подписался. По субботам у нас проходят прямые эфиры. Вы сможете прийти, спросить подсказку, задать вопрос. Так, давайте будем смотреть вторую позицию. Это у нас вторая позиция. Что у вас сейчас происходит? Что же у вас происходит? Вы пытаетесь сохранить свои финансы. Вы пытаетесь сохранить, не знаю, свое вот это пространство, свое уютное вот это вот местечко, гнездышко, да, чтобы никто сюда не вмешивался, а все равно какие-то дела неожиданные вмешиваются, все равно какие-то вот надо туда потратить, сюда обязательно надо, там, может быть, со здоровьем надо, здоровье надо подлатать, да, и как бы вы не хотели сохранить денежку, тут как бы получается, что ну все-таки вот деньги нужны на то, на это, на оплату, вот, так что у вас происходит то, что вы хотите сохранить то, что есть. Может быть, это не получается, но вам очень хотелось бы накопить деньги на что-то конкретное. Вы даже знаете на что. Вот, вы пытаетесь сохранить то, что есть, не потерять это. Может быть, личные границы еще хотите сохранить, чтобы никто не вмешивался к вам, не лез. Вы себя, ну вот, огораживаете, то есть, мол, не надо тут ко мне, ничего лишнего не болтаете там, да. Вот. Что же вам обратить внимание? Ну вот на финансы, да. То, что вам нужны финансы. Может быть, вам не хватает, может быть, вы хотите на что-то отложить. Здесь говорят, ты можешь найти новые виды заработка. Если там хотите клиентов, клиенты будут. Вы ищите новых людей, клиенты будут хорошие. То есть взаимодействуйте с людьми медленно, но верно. Выстраивайте отношения доверительные, да, предлагайте. Здесь говорят, ну, обратите внимание на финансы, на деньги. Возможно, вам нужны деньги. Где их взять, как их, куда, как вы их тратите, не тратите их, ведите грамотно бюджет, смотрите, чтобы на все хватало. Здесь прям деньги. Как зарабатывать, как тратить, откуда их взять, что происходит, почему они куда-то раз и нету. Так, что нужно делать, чтобы все шло, как вы хотите? Ну нужно все менять. Вы хотите зарабатывать, нужно все менять. То есть, если вы будете продолжать делать все, вот, что вы делали раньше, да, вот все так же будете продолжать, то ничего не изменится. У вас также не будет хватать денег, да, вот вы также будете думать, как сохранить, как накопить, как вообще, откуда они берутся, как зарабатывать. То есть вы вроде как работаете, да, но вам нужно больше. Вот, здесь говорят, если ты будешь все делать так же, как раньше, но ничего не изменится, вообще ничего не изменится. Ты все так же будешь сидеть, грустить, и ни на что не будет хватать. То есть на что ты накопила, тут же надо еще куда-то, еще больше надо. Поэтому здесь говорят, меняй все, что ты делала раньше, это уже не сработает. Сейчас новые энергии, все меняется вообще, технологии меняются, мир меняется, не знаю, взгляды меняются. Подумай, как ты можешь по-другому подойти к своей работе, что ты можешь поменять, да, что изменить. То есть меняй все, потому что то, как ты делала раньше что-то, да, или делал, это уже не срабатывает, это уже, знаете, отмирает уже, это уже прям вот уже подошло, это вот как, знаете, вот как сейчас вот осень, да, листочки, они желтеют и падают, и ты тут тоже ничего сделать не можешь. Это уже как бы отмирает, падает, все, и ты ничего, ну как бы обратно уже никак не восстановить. Тут надо придумать новый способ, что-то по-другому поменять, изменить. Вот. Что не нужно делать, чтобы шло, как вы хотите. Не нужно слишком торопиться. Не нужно слишком торопиться, не нужно быть самонадеянным, таким, что да я тут, да, у меня все получится. То есть не надо раньше времени, как говорится, говорить гоп, не перепрыгнув. Да? Ну, то есть как не надо хвастаться чем-то, слишком многого хотеть, там все продумайте. То есть здесь не нужна бравада такая, что
да я сейчас все смогу, да все решу, и впереди паровоза, не разобравшись, бежать. То есть слишком торопиться здесь не нужно. Так, для чего вам вообще эта ситуация-то дана? Чтобы вы научились зарабатывать деньги, чтобы вы научились грамотно тратить деньги на семью, на дом, на любимых людей, на саму себя, на вас там, да, чтобы вы научились копить, чтобы вы поняли, как зарабатывать деньги на недвижимость, на что-то стоящее, что-то для вашей семьи очень важное, чтобы в вашей жизни была стабильность, чтобы вы наконец-то успокоились, да, и спокойно могли жить и наслаждаться. Понимаете, чтобы вы могли куда-то поехать отдыхать, может быть, вы хотите, но вам очень хотелось бы, да, но никак. То есть вот для этого вам дана ситуация, чтобы вы научились зарабатывать деньги столько, сколько хватило бы, вот, ну, чтобы хватало на всю вашу семью. Да, на что вы могли поддерживать детей, родителей, как бы вот так вот. Потому что для вас это важно, это стабильность, это уверенность. Вот. Это тем более здоровье. На здоровье тоже денег надо, ого-го. Здесь так. Так, эта ситуация вам в пользу или нет? В пользу, конечно, это в пользу. Эта ситуация, знаете, выведет вас из вот этого вот детского состояния, когда вы хотите, чтобы вам кто-то помог, да, чтобы все разрешилось как-то лучшим образом, что, мол, я же работаю, я же стараюсь, а вот там что-то как-то изменится, да, но ничего не изменится. Здесь говорят, не будь ребенком, займи, как говорится в психологии, да, займи взрослую позицию, не ребенка позицию, а взрослого, и подумай более осознанно. Если ты чего-то хочешь добиться, да, то, может быть, чему-то нужно научиться, может быть, выучиться новой профессии, да, может быть, подойти по-другому к своей профессии, может быть, стоит поговорить с начальником вообще в перспективе, есть ли возможность повышения, есть ли возможность повышения там не только зарплаты, да, но и должности, есть ли вообще такая перспектива. Может быть, такого нету, и это ваш потолок, понимаете, а вы чего-то хотите и мечтаете. То есть здесь нужна такая взрослая позиция. Надо все просчитать, выяснить, не ждать, что когда-то меня заметят и скажут: вау, класс, ты работаешь за троих, вот тебе тройная зарплата. Нет, так и будут на вас ездить, пока вы везете. То есть как бы зарплата вся мимо пролетит. Так, что же вам дает эта ситуация? Дает, видите, бороться нужно. Эта ситуация вам говорит о том, что нужно бороться. Посмотрят, как вы будете сейчас бороться, что вы будете делать, как вы будете реагировать, что вы будете предпринимать. Эта ситуация вам дает борьбу, желание бороться. У вас внутри должно вот зажечься желание борьбы. То есть вы хотите добиться своего. Даже если придется там конкурировать с кем-то, ничего, я попробую, да, как бы я смогу. Даже если там много таких специалистов, у нас же вообще в мире много разных специалистов. Ну, как бы, ну, а что такого-то? Вы же не один там такой, да, особенный. Их много, и все думают, что они особенные, все классные. И все вот они важны для кого-то. Все находят своих работодателей, своих потребителей, да, вот кто-то вот, кто где работает. То есть каждый найдет того, ну, того, кто нужен. Поэтому здесь правильная такая позиция, что желание бороться. Это хорошее желание, так что боритесь. И здесь не, главное, что здесь нет такого желания и нет апатии, что как бы, ну, ничего не хочу, да. Тут классное желание бороться. Для этого вам это дана ситуация, что давай, придумай что-нибудь по-другому, другое. Вот. Да, она вам на пользу, конечно же, она для того, чтобы вы наладили коммуникацию, возможно, с вашим человеком, с которым вы, может быть, вы вместе живете, да, это может быть ваш ребенок, это может быть ваш мужчина, это может быть ваш любимый человек, это может быть ваш друг, с которым вы просто очень, знаете, коммуницируете, когда вот на одной волне. Здесь любовная, конечно, линия, да, прослеживается, но здесь также может быть и компаньон какой-то, с которым вы прям вот друзья. То есть здесь говорят, научись взаимодействовать, научись общаться, научись доносить свою мысль
и понимать, знаете, здесь коммуникация важна, что нужно, может быть, вы что-то делаете не так, обратную связь. Вот, слушайте, обратная связь. А если вы что-то делаете, хотите поменять, понимаете, а вы не знаете, что вы делаете не так, например, да, или вы не знаете, что нужно поменять, вы бы поменяли, но не знаете. Здесь вам говорят, спроси у человека, того, который желает тебе добра, который тебя любит. Может быть, это ваш родственник, любимый человек, тот, кто рядом, может быть, даже взрослый ребенок, да. То есть вот, спроси, что вы делаете не так. Пусть он посмотрит вашу работу, может быть, вы там видео или что-то делаете, изобретаете. Пусть человек со стороны посмотрит и подскажет вам. Потому что вы можете этого не видеть, что-то может ускользать с вашего... Ну вот, да, вот, сделайте это. И запишите, что ж такое. Вот, знаете, вы, может, потом забудете или не воспримете, да, но вы запишите, а потом, ну вот, вы поймете. Проанализируйте, что вы делаете не так, что можно изменить. Я пока говорю, я уже сама понимаю, ой, тут как бы тут много можно говорить, но очень интересно, воспользуйтесь. Так, что ж, какой вывод-то нужно вам сделать? Что нужно идти учиться. Как бы не было тяжело, здесь нужно учиться новому, нужно учиться, нужно что-то новое познавать. Как бы это ни было тяжело, возможно, вам придется это по ночам делать, тоже днем вы работаете, да, или, ну, или, может быть, это совсем область не та, в которой вы разбираетесь, вообще, например, вы это не знаете, что там вообще, с чего начинать, с конца, сначала, где-то с середины, у кого что спросить, то здесь говорят, здесь как бы ни было тяжело, иди учись, не знаешь, учись. Не знаешь, как там вот это делать, иди научись. Не знаешь это, найди человека, который тебя научит, или учись самостоятельно. Здесь просто, говорит, бери ответственность, бери нагрузку на себя, не переживай, ты это все вывезешь, говорит. Но только, кстати, отдыхайте себе на отдых, выделяйте время. Вы же знаете, сколько вы можете выдержать там, да, без сна, например, а сколько вам нужно спать. То есть слишком не загоняйте себя тоже. Вот. Да, совет вам такой, что идите в новое, оставьте уже это бренное, не знаю почему, бренное место, не знаю, что-то такое, какую-то ситуацию, да, то есть поменяйте все, идите вперед, как будто вот нужно оставить что-то позади, идти дальше, там и по смерти тем более изменения должны быть, то есть нужно все делать по-другому, но идите дальше, совершите этот переход на ступеньку выше, может быть, да, как-то вот продвиньтесь, поработайте над собой. Подсказка вам, подсказка Вселенной. Не начинайте новое, вам говорят. Смотрите, вы можете не начинать новое, вы можете развивать тоже то, что у вас есть. Здесь не нужно что-то новое изобретать. Здесь говорят, вы уже можете изменить. Но вот в том, что вы делаете, уже вот вы тут можете что-то поменять. И уже там будут изменения такие, знаете, заметные. Поэтому меняйте уже что-то вот из той области, из которой вы уже, знаете, начали изучать, или изучали, или уже прям специалист. То есть вот в какой-то области, которую вы знаете уже, где вы не с нуля. Вот. Говорят, вот там вот изучай, разгребай это все, углубляйся. Вот, спасибо, двоечки. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Приходите на прямые эфиры. Каждую субботу у нас прямой эфир, 21:30 по московскому времени. Поэтому подписывайтесь. Смотрим третью позицию. Третья позиция. Смотрим. Что у вас сейчас происходит? У вас сейчас, ну, у вас сейчас здесь могут быть какие-то дружеские отношения, может быть, вы там, не знаю, ну, здесь вообще король Пентаклей, здесь мужчина выходит, но здесь мужчина как друг, мужчина, с которым вам комфортно. Это может быть и ваш муж, и ваш любимый, да, это может быть, не знаю, здесь какой-то, что у вас сейчас происходит, или взаимодействие с каким-то мужчиной. Он такой земной, стабильный, может быть, немножко неторопливый, любит наслаждение, любит, когда комфорт, уют, когда не надо никуда бежать, когда можно расслабиться, развалиться в этом диване, лечь и просто там кайфовать, вкусно покушать. То есть вот у вас может быть взаимодействие с таким человеком, или просто у вас такое состояние, когда, знаете, вам хочется отдохнуть, вам хочется какие-то покупочки на себя вот потратить, денежки, что-то такое вкусненькое купить, или, может быть, приодеться, или внешностью своей заняться, куда-то вложиться, да, чтобы чувствовать себя уверенно. Кто-то на фитнес, может быть, хочет,
чтобы фигура была. Ну, как-то вот так вот происходит. Вложение в себя или общение с таким вот комфортным человеком. Вот. На что же нужно обратить внимание? Ой, на взаимодействие с людьми, на свои чувства, ну вот не знаю, тут отдых какой-то, не знаете, как будто вы уже постарались, что-то сделали, и вот тут вот как будто хочется отдохнуть. Уже так много сделала, уже так устала. Хочу отдохнуть, говорит, хочу насладиться, хочу там встретиться с друзьями, может быть, с подружками, поговорить о том, о сём, не думать ни о чем, ни о работе, ни о проблемах, ни о чем. Хочу любви, хочу отдыха, расслабления, вот такое вот у вас. Обратите внимание на взаимодействие с людьми, на общение. Что нужно делать, чтобы шло все так, как хочется. Нужна легкость, не усложняйте. Здесь нужна легкость и открытость. Нужно доверять миру. Вот даже если вы там сомневаетесь, ну доверьтесь миру. Здесь легкость нужна. Здесь прям вот беззаботность, легкость такая, знаете, свежий ветерок. Это когда новые знакомые, все интересно, и как бы ничего серьезного пока еще такое вот. Вот. Чтобы все, да, как вы хотите, нужна легкость. Нужна легкость, незагруженность, легкость и не слишком далеко смотрите. Знаете, не надо смотреть слишком далеко. Нам лет на 20 вперед не стоит заглядывать. Что не нужно делать, чтобы шло так, как вы хотите? Не нужно погружаться в негативные ощущения. Знаете, у вас здесь должны быть чувства позитивные. Отдых, расслабление, наслаждение, общение. А вот такого быть не должно, когда вы разочарованы, когда вы грустите в печали, когда вам чего-то не хватает, когда вы зациклены на себе, на своем негативе, на своих негативных эмоциях. Не зацикливайтесь на своих негативных эмоциях, лучше сразу наполняйтесь, переключайтесь, научитесь переключаться. Вот. Для чего вам вообще эта ситуация, то, что у вас происходит? Эта ситуация вам дана, знаете, для того, чтобы вы приняли какое-то важное очень решение, осознанно. Чтобы не кто-то что-то вам сказал, а просто, вот знаете, вы что-то поняли головой, мыслями, осознанно поняли, и вот приняли это решение. И как вот четкое решение, без сомнений, у вас сомнений нет, вот четко, вот так и все, и больше никак. Категорично. Вот такое решение мы должны принять. Вот для этого дана ситуация. Эта ситуация вам на пользу или нет? Эта ситуация вам дана для того, чтобы открыть вам на что-то глаза. Здесь, да. Здесь как будто, видите, что-то тайное вы можете узнать. Это ситуация для того, чтобы вы что-то узнали, знаете, того, чего вы раньше не знали. Может быть, даже не догадывались. Или, может быть, знали, что у других такое вот может быть, бывает, было там где-то что-то, но у вас такого не было. Ну вот теперь и у вас такое, в общем, вы теперь знаете. Вы что-то знаете, да, и теперь эти знания у вас есть. Что теперь делать с ними? Что хотите, то и делайте. Вот. Так что она вам дана для открытия чего-то, каких-то новых знаний, новой информации, какой-то тайны, что-то то, что было от вас скрыто, в общем, она вам для этого дана. Вот что вы что-то поняли, что вы что-то поняли. Может быть, чему-то научились. Может быть, научились прислушиваться к своей внутренней интуиции, что вы поняли, что, например, как вы почувствовали, вот надо было слушать себя с первого раза. Здесь говорят, да, к интуиции может быть у вас развиваться. На пользу или во вред это вам ситуация, она вам, смотрите, для перерождения. Это ситуация, чтобы вы переродились, как бы заново родились. Это вот такие знания, это вы что-то узнаете, когда, вы знаете, жизнь уже не будет прежней, как будто все поменяется. И вот с этой информацией, которая к вам придет, вы уже не сможете жить так, как раньше. Ваша жизнь поменяется. В какую сторону поменяется, неизвестно, но все изменится. Все изменится. Что она вам дает? Восьмерка пентаклей. Вы научитесь, что она вам дает, то ли научитесь бороться за свое, знаете, не отдавать свое, если это вы заработали, если это ваше, если это досталось вашим трудом, то вы научитесь сохранять свое и не отдавать. Может быть, научитесь зарабатывать деньги.
Может быть, научитесь грамотно тратить, вкладывать, да, что-то, вот как-то распоряжаться деньгами. Здесь финансы. Может быть, научитесь, знаете, может быть, куда-то деньги ваши уходили. Вы теперь поймете, что вы не хотите, чтобы они уходили. Вы поймете, что вы хотите там на что-то, ну, на другое. Или, может быть, вы не знали, как зарабатывать, вы поймете, как это делать. То есть как будто финансы могут к вам прийти. Эта ситуация вам дает финансы. Не знаю как, что там. Но вот эта ситуация вам принесет вам финансы. То ли открывает финансовые вот это вот пути финансовые, то ли вот как-то деньги к вам будут приходить. Возможность заработать появится, возможность получить деньги, возможности, финансовые возможности. А какой вывод вам нужно сделать? Ну вот, там же был же меч. Принять решение и бесповоротно окончательно. То есть я вот так решила, или так будет, или вообще никак. То есть вывод нужно сделать, что если вам что-то не нравится, то разрушайте. Не надо терпеть. Ставьте человека перед фактом. Говорите, что я хочу вот так, это моя жизнь, я не хочу вот по-другому. Здесь вы можете, знаете, неожиданно взорваться и поругаться. Здесь тоже такое может быть. Или, может быть, вы неожиданно захотите поменять свою жизнь. Захотите избавиться от этих людей подхалимов или тех, кто у вас все время что-то просит, что-то им надо. Вам самим надо, знаете. Если у вас чего-то не хватает, не нужно делиться с другими, не нужно свое отдавать. Вы решите, что вы не будете отдавать. Здесь как будто и не перестанете общаться с такими, может быть, почистите свое пространство. Скажете, так, я с этими людьми больше не хочу общаться. Ну, сколько можно, да? Так что вывод нужно сделать, если вам что-то не нравится, но разрушайте, не надо терпеть. Все, нет, все. Из своей жизни этого, знаете, как метлой вот так вот вы вымели, и все, и нету этого. Все, у вас чистенько. Не надо вот пускать негатив в вашу жизнь. У вас должны быть классные, позитивные эмоции. Сейчас подсказку. Подсказка. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Такая подсказка. Совет еще хочу. Совет. Ну да, у вас тут все на кубках. У вас весь расклад на ощущениях, на чувствах. Совет такой, что общайтесь с теми, с кем вам комфортно, с теми, кто приносит вам радость, удовольствие, с теми, кто вас наполняет, с тем, с кем можно посмеяться, выпить чай, кофе или шампанское, там, не знаю, с тем, с кем можно порассуждать о чем-то. Знаете, вот это такие, это может быть друг ваш, близкий, давно вы знаете, с детства, может быть, можете посмеяться, у вас общие какие-то шутки, воспоминания, знаете, что-то такое вот. То есть проводите время в кругу друзей, в кругу близких людей, с которыми вам классно и комфортно. И именно те, кто вот ваши друзья, и те, кто желает вам добра. Вот здесь такой совет. Поэтому как-то разрушайте вот этих всех негативщиков, всех тараканов, пусть разбегаются, уходят от вас, и оставляйте только самое прекрасное, светлое, самые классные ощущения. И вот таких вот людей только рядом оставляйте. Говоря так вот. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, приходите по субботам, у нас прямые эфиры 21:30 по московскому времени. Всех люблю, целую и увидимся в следующем видео. Пока!